Раз, два, три. Всем привет. Всем привет. Я надеюсь, трансляция включилась у нас. Так, да, она действительно включилась, вижу. Так, начинаю я немножечко заранее, потому что, чтобы все подошли. И опять же, хочу дать вам такой лайфхак, кто пораньше пришел. Те, кто ведет трансляции, YouTube потихоньку, разгоняет скорость, и вас начинают видеть немножечко позже, чем вы включаете трансляцию. Поэтому, если вы нас смотрите запись, можете смело перематывать на 5 минут вперед. Как раз можно себя хорошо увидеть на экране и что-то там немножечко поправить. Сразу хочу сказать, что спасибо вам, что вы меня смотрите, что помимо прямых эфиров, помимо онлайн, вы смотрите также наши обзорные видео, следите за моими путешествиями, и я вижу, что вам этот формат нравится, что, опять же, комментируете, ставите лайки. Большое вам за это спасибо. И вообще, за поддержку тоже, как говорится, спасибо. Оно не жалко. И вот такую сделаю подводочку, да, онлайн-агентство по недвижимости у нас открыто по вторникам и четвергам в 21:00 по московскому времени, следовательно, в 20:00 по испанскому времени. Почему именно такой формат? Потому что как раз именно вот в этот момент вы можете зайти в прямой эфир, и вот здесь в чате у вас с правой стороны есть чат, и написать свои вопросы, и мы с вами их обсудим. Естественно, каждому онлайн-агентству, каждой нашей встрече я готовлю какую-то небольшую тему. До сегодняшнего момента быстро у нас это не получалось, потому что я, в принципе, за то, чтобы давать развернутые ответы на вопросы. И мне, конечно, я люблю смотреть развлекательные видео, обзорные видео, но, знаете как, мне кажется, что, и вы мне об этом, кстати, пишете, что очень много обзоров, очень много информации обо всем и ни о чем. Мне хотелось бы на самом деле, почему я с одного раза в месяц перенесла наши встречи на 2 раза аж в неделю, чтобы люди, которым действительно это нужно, людям, которые действительно планируют приехать в Испанию, планируют приобрести недвижимость, планируют переехать в эту страну, то есть всем, кого интересует Испания, кто присматривается, для них информации достаточно. Для тех, кто уже принимает решение, очень хотелось бы полезной информации, хотелось бы ответов на вопросы. Поэтому сейчас вот мы в таком формате работаем. И спасибо вам, что вы меня поддерживаете. Я вас чувствую, это на самом деле так. И начинаем наше онлайн-агентство. Как начинаем? Оно открыто. Задавайте вопросы. Чат у меня на другом компьютере, поэтому как только я вижу краем глаза, что вы мне написали, напишите, пожалуйста, в чате, что вы нашли чат, все, кто сейчас находится. Всем привет. Я специально уже послала вам свое сообщение, чтобы вы не потерялись у меня. Итак, меня зовут Оксана Майкова, я уже 21 год, живу в Испании, помогаю инвестировать в недвижимость Испании максимально выгодно и безопасно, готовлю к покупке недвижимости, сейчас запустила новый проект по подготовке к переезду в Испанию. Также много очень вопросов задают, как устроиться и не потерять свой социальный статус, заниматься своим любимым делом, получать от этого удовольствие и заслуженное вознаграждение. То есть все, что касается Испании, миграции, переезда, все вопросы мы решаем. Вот такое у нас небольшое онлайн справочное бюро, скажем так. Сейчас я провожу стратегические сессии. То есть если раньше я набирала группы и вела курсы, то есть курсы у нас сейчас остаются, но немножко в другом формате. Сейчас, чтобы попасть на курс, нужно пройти стратегическую сессию, то есть индивидуальное собеседование со мной, потому что я поняла одну простую вещь, что, как говорится, для всем помочь ты не можешь, а помочь тем, кому это действительно надо и очень важно, вот это то, что нужно. Поэтому вот такой формат. Но по вторникам и четвергам у нас есть вот такая спокойная возможность пообщаться. Итак, какую тему я сегодня для вас приготовила? Сегодня мы обсудим один комментарий. Комментарий этот я получила под видео о новых законах 2019 года об долгосрочной аренде. То есть было такое видео, кому выгодны новые законы, и этот вопрос обсуждался в прессе испанской, и поднялся достаточно сильный ажиотаж, потому что квартиросъемщики выступали на одной стороне, те, кто владельцы квартир, выступали совершенно на другой стороне, и я немножечко, вот так вот чуть-чуть его осветила, этот вопрос.
И вот под этим видео у меня пришел комментарий, который мы с вами сегодня обсудим. Опять же, ребята, друзья, я вас призываю к комментариям. Я говорю, пожалуйста, после того, как закончился эфир, пишите мне комментарии. Я их не, то есть вы их пишете не для того, может быть, чтобы я их обсуждала, но они у нас в открытом доступе. И опять же, если вы не хотите, да, вы знаете, как со мной связаться. В шапке канала, в описании к видео есть мои контактные данные. Если вы хотите обратиться ко мне лично, у вас есть WhatsApp, вы можете совершенно спокойно вот по первой ссылке в описании отправить мне месседж, и мы с вами пообщаемся. Но также я благодарна людям, которые пишут на эмоциях, потому что эмоциональные комментарии – это как раз тот неконтролируемый поток сознания, который вызывает та или иная тема. И если этот поток сознания пошел и человек его оставил, то есть мы этот комментарий обсудим для примера. Я хочу показать вам, друзья, пример, как нами и вами, и мной воспринимается новая информация. Мы решили какой-то сделать шаг, да, какой-то создать проект, переехать в какую-то страну, может быть, решить какой-то вопрос. Сейчас очень просто обратиться в интернет, да, там что-то почитать, посмотреть. Хорошо, если это приготовление пищи, там, и у тебя что-то не вышло, ты подумал, да, это я сам так виноват, у меня не получилось. Или что-то незначительное, там, может быть, маску на лицо не так наложил, сейчас прям сама испугалась от этого. Не дай бог, чего-нибудь не так наложил на лицо, а потом у тебя с ним что-то стало. То есть, если вопрос касается конкретного запроса, да, и мы ищем ответ, серьезный ответ на серьезный вопрос, давайте не будем забывать, что не все, кто дают советы, вообще сами в этом разбираются. Потому что YouTube, интернет – это тоже своего рода небольшая площадка для ведения бизнеса, о чем я всегда и всем говорю. То есть в нашем мире для чего-то делается что-то. И что ищет человек, когда обращается в интернет? Для чего он это ищет? Что он хочет найти? Какой ответ? Вот смотрите, мы сейчас с вами в одной комнате, вы меня видите, и я говорю, задавайте вопросы, будем обсуждать. То есть почему я говорю, будем обсуждать? Я не пишу свой комментарий вам, хотя могу это сделать, написать статью, написать пост и выразить свое собственное мнение. Но это будет мое собственное мнение, только я за него отвечаю. И если вы воспользуетесь моим советом, то возможно, у вас это не получится, такое тоже может быть. И когда мы читаем чьи-то, да, особенно эмоциональные какие-то вещи, я к чему это говорю? Я сегодня видео с утра посмотрела о том, как там девочка покупала квартиру. Так оно и называется, подводные камни при покупке квартиры. Естественно, я его посмотрела сюда, я заинтересовалась этой темой. И что я увидела? То есть не завуалировано, человек совершенно не хотел направить вас то есть зрителей на какое-то другое русло. Человек просто поделился, опять же, не своей историей. Я ждала свою историю, я хотела услышать историю покупки, посмотреть, как выглядит эта квартира. Пусть это даже будет обзор, это очень интересно. Но я услышала, примерно такие вещи. Мы покупали у испанцев, а вы, раз вы не говорите, идите в русские агентства, потому что, вы найдете общий язык, и русские агентства, русскоговорящие ребята лучше разбираются в законах Испании, касаемых иностранцами. Это нормальная фраза. Не знаю, должна ли она насторожить, но навряд ли. Но и мы не будем ее глубоко сейчас копать, потому что на самом деле вот этот вот подводный камень, он не обозначен, хотя он очень большой. И если вы меня знаете, смотрите, то вы знаете, о чем я сейчас говорю. Я не об этом хочу. Сегодня у нас, как говорится, беседа не о том. Пишите комментарии, если у вас есть вопросы сейчас, задавайте. Я говорю, потому что готовлю тему, чтобы нам не сидеть и друг на дружку не смотреть вот так, будут вопросы или нет. И я знаю, что они у вас есть. Вы знаете, самые молчаливые люди, те, кто не задает вопросов, то есть они как раз больше, глубже хотят разобраться в том или ином процессе. Итак, давайте не будем забывать, пожалуйста, о том, какова ценность бесплатного совета. Ценность бесплатного совета ровно столько, сколько вы за него заплатили. И подтекст этой поговорки, да, или пословицы, или какой-то истины в том, что только вы отвечаете за то, что вы услышали. Если учитель говорит, ученик воспринимает ровно столько, насколько он готов восприять информацию. Помните детская игра, не помню, как она называется, как рождаются сплетни. Один другому что-то сказал, тот передал по-другому, третий по-четвертому, и пошло-поехало. А опять же, вернемся к интернету, и в интернете тоже у каждого своя цель. То есть каждый делает и выкладывает свой контент с определенной целью. И не у каждого, кто дает
скажем так, советы, это образовательный контент. Да, не у каждого собирается вас чему-то научить или вас предостеречь от какой-то ошибки. Поэтому все, что мы получаем извне, да, просто получаем, она на вас валится. Сейчас мы ввели какой-то запрос в интернете, и нам пошли со всех сторон, во всех социальных сетях эта информация идти. Просто реклама таким образом настраиваться. Ирма, я очень рада тебя видеть, я просто по солнышку увидела, я даже еще не прочитала твой комментарий, но краем глаза по солнышку, спасибо, что ты со мной всегда, это называется испорченный телефон, да, добрый вечер, действительно, это называется, да, либо испорченный телефон, да, либо, я не знаю, откуда у меня, как рождаются сплетни, но сегодняшний вот прям хороший пример – это наш интернет. Кто-то что-то где-то, а вы знаете, что, опять же, чтобы набирать подписчиков, чтобы набирать просмотры канала, чтобы зарабатывать на YouTube, например, это вот как пример простой, обыкновенный, чтобы, ну, как бы вставлять рекламу в свои видео, нужно о чем-то говорить. Каким образом это делается? Ну, те, кто занимается, вы знаете. То есть берутся популярные темы, то есть это все прослеживается, то есть это все просчитывается, да, и не нами, и потом на эти темы затачиваются видео, и неважно, разбираешься ты в вопросе или нет. А у человека болит, а ему нужно решить этот вопрос. Поэтому мы воспринимаем эту информацию за чистую монету порой, и сами же за это платим. Поэтому не забывайте, что вы платите за свои ошибки сами, используя бесплатные советы. В сегодняшнем нашем комментарии, который мы будем обсуждать, будет такой задета тема тех чипов и дейлов, которые за деньги, я цитирую, я сейчас читаю, за деньги спешат нам на помощь. Ну, я так скажу, то есть я вот тот самый чип и дейл, который за помощь. А я галочка, я сегодня даже специально сделала хвост на бок, чтобы немножко ассоциативно как-то туда себя повести. То есть те, которые за деньги спешат на помощь. То есть если вам что-то предлагают бесплатно, я не буду дальше продолжать эту дурацкую поговорку, она мне совершенно не нравится, да, то есть про сыр и про бесплатность. Нет, конечно. То есть я не считаю ее истиной в конечной инстанции, поэтому я ее не хочу, чтобы вы ее взяли от меня, но если действительно ты профессионально занимаешься тем или иным делом, если ты профессионально вкладываешься в то, чтобы этот вопрос изучить, то есть это может быть жизненный опыт, это может быть практическая работа. Вот я 20 лет работаю на рынке недвижимости, и, конечно, если я даю какой-то совет, я могу его дать вот просто на общее обозрение, общий, но если я действительно отвечаю за то, что я делаю, то есть, естественно, ну, как бы это моя работа. Каждый из нас ходит на свою работу за деньги, естественно, потому что нам хочется кушать, там, ну, не то, что хочется, а это такая жизненная необходимость. То есть мы обмениваем свой опыт, свои знания на эти денежные купюры. Это совершенно нормально. То есть, когда я иду к доктору, я плачу, когда я иду к адвокату, я плачу, когда я использую чью-то консультацию, я плачу. Поэтому, когда я действительно готовлю человека, мы оговариваем те результаты, которые он получит и к чему он придет, и от чего я могу его предостеречь, защитить, и за что я отвечаю, я действительно работаю за деньги, и, по-моему, это нормально. Ну, как бы я вот других не видела. Хуже для меня лично, когда это завуалировано. То есть, когда нужно каким-то образом с человека взять, и ты придумываешь какую-то ерунду. То есть, не говоря ему в спокой, я предпочитаю, знаете, знать, за что я плачу. То есть, если мне говорят, что пусть тебе кто-то заплатит, вот тогда пусть тот человек идет к тому, кто и как-то с этим вот это вот, ну, не интересно, не мое. Поэтому у нас есть разные консультанты на просторах интернета, есть те, у которых все бесплатно, результаты мы не видим, люди, как правило, работают не под своими именами, вообще не под именами, ну, не буду об этом говорить, это я не хотела даже об этом, поэтому Чип и Дейл, которые спешат за деньги, дай бог нам побольше таких Дейлов, которые спешат, потому что я, например, особо не спешу, если ко мне не обращаются, то есть я особо и не буду вам звонить, писать и говорить, ребята, давайте со мной. Я делаю свою работу так, как я ее могу, то есть свою рекламу, своих, скажем так, своих навыков, да, я провожу таким образом. Мне очень хотелось бы, чтобы вы знали, кто я, чтобы вы меня видели, чтобы вы понимали, как я рассуждаю. Для этого вот есть видеоконтент, и мне даже очень сложно снимать вот эти вот вам очень нравящиеся видео про путешествия, потому что иногда не хватает времени, да, просто выйти из дома, просто очень много работы, да, потому что информация, которую я подаю, она требует обработки, она требует структурирования. Каждый курс, который я прописываю, он, да, идет от сердца, от души, то есть ты поднимаешь очень много изнутри для того, чтобы это не просто было как-то, а чтобы это было вот
полезно и понятно и доступно. Это наша работа. Поэтому мне бы очень хотелось снимать игровые видео, веселые, но я стараюсь. В общем, и я вижу, что вам это нравится, и пусть это будет так. Для меня важно, чтобы вы понимали, с кем вы работаете, с кем вы имеете дело. А сейчас я поставлю вам отзыв на экран, но его вам совсем хорошо видно не будет. Вот, ну, то есть, вот, чтобы вы видели действительно, что это действительно отзыв, что я не сама этот текст придумала, я вам его зачитаю, и мы быстренько его обсудим. То есть сейчас слушайте. Пока Испания... Так, значит, почему сегодняшняя наша встреча я назвала «Как не лишиться унитаза при сдаче квартиры в аренду», то есть это вот выдержка из этого, собственно, комментария. Итак, что мы получаем, читая разные мнения, да, вот... И что получает человек, который это читает? Пока Испания не разъяснит, куда именно должны деться выселенные жильцы, рыдающие под подъездом с кучей детей и дедушкой в инвалидной коляске, ничего не изменится. Да, давайте так. Так как у меня есть курс по аренде, по беспроигрышной стратегии арендного маркетинга, и этому тоже нужно обучаться, потому что купить квартиру – это одно, выгодно купить квартиру – это другое, а купить квартиру с целью зарабатывания денег – это совсем другая задача, и что с этой квартирой и с теми жильцами, которых вы селите, будет дальше – это третье. И сейчас также вот в девочках Испании я читала очень много, и в интернете появляются, ну, опять, сейчас эта волна заселенцев, как говорится, спала, я так считаю, по мне так, но все равно периодически эта тема всплывает. Так вот, я не знаю, почему в тему про аренду, да, под видео про аренду, которое я сделала в начале года, о новых законах, вышел вот буквально 2 дня назад вот такой комментарий. То есть тут даже не текст, тут сама структура интересна. Испания, по сути, переложила на плечи владельцев квартиры свои проблемы. Это он будет бегать по судам 3-7 лет и оплачивать услуги бюрократического аппарата. А непонятные жильцы в это время будут обеспечены жильем. То есть, смотрите, друзья, в первом предложении у нас сказано, пока Испания не разъяснит, куда именно должны деться выселенные жильцы. Давайте мы с вами разберемся, как та Испания, куда они должны деться и кем они выселены, если во втором предложении бедный владелец квартиры бегает по судам, а эти же самые выселенцы, которые плачут у подъезда с дедушкой в коляске и с малыми детьми, они же вот и живут. То есть, смотрите, 2 предложения, одно другому противоречит, и одно другое как бы закрывает. То есть, в данном случае... Я почему это назвала потоком сознания, неконтролируемым совершенно. У меня тоже такое, кстати, бывает. Я иногда с темы на тему-то прыгаю. Вот. Но у меня все равно есть план, и я к нему возвращаюсь. А здесь человек написал в эмоциях и... То есть чуть-чуть, видимо, не скорректировал, на какой он стороне. На стороне тех, кто заселяет, или на тех, кого выселяют. Потому что здесь получилось как бы 2 лагеря в одной куче. С одной стороны плачущий дедушка в инвалидной коляске, а в другой стороны владелец квартиры, который бегает, а эти же самые дедушка с кучей детей живут в его квартире, пока хозяин квартиры решает вопрос бюрократического аппарата лет 3, 5, 7. Непонятно... Почему Испания должна об этом кому-то объяснять? То есть кто в Испании, может быть король, может быть королева, может быть они вместе всей фамилии должны это объяснить, может быть это должны объяснить агенты по недвижимости, которые продают квартиру и не объясняют, как, хотя они не должны, они чисто продавцы, они продают квартиру, вы покупаете, и заниматься бизнесом в плане аренды, это уже дело каждого владельца квартиры, и хочет ли он бегать по бюрократическим инстанциям, это тоже еще один вопрос, который мы с вами, как владельцы квартиры, и мы с вами, как люди, которые желают получать доход, вот тут мы должны с вами продумать, как сделать так, чтобы либо не заселять дедушку вместе со всей этой оравой, да, либо понимать, кто тут дедушка и как его потом выселять. То есть, когда мы что-то запускаем, мы должны понимать, как мы будем из этого выходить. Когда мы с вами покупаем квартиру в чужой стране, это не предмет первой необходимости. Когда мы живем и работаем, да, когда мы переехали в эту страну, и она стала нашей, и нам действительно нужно жилье, чтобы не снимать, и мы решаем приобрести собственное, у нас не появится в этой квартире ни дедушка,
бабушка инвалидной коляски, чужой причем, не дети, и они не будут плакать под подъездом, потому что мы купили квартиру себе для своего жилья, для своего проживания. Если же мы покупаем квартиру с целью получения дохода, инвестиционную квартиру, мы рассматриваем эту квартиру как инвестиционный инструмент, как я люблю говорить, как ту самую лопату. То есть она должна копать, она должна приносить нам доход, и мы, как законопослушные граждане, должны понимать, что с этого копания, все, что мы накопали, мы должны поделиться с государством, которое нас приютило, ну, по сути. Но, опять же, у нас же свой специфический характер. Мы же специальная страна, то есть у нас же всегда есть какие-то вот, знаете, когда я говорю об отступлении, я не говорю о том, что надо закопать под яблони, а потом это все выкапывать. Я говорю о том, что когда мы куда-то входим, мы должны понимать, как мы из этого будем выходить. И чтобы было проще, когда мы покупаем квартиру с целью инвестиционного проекта, мы должны понимать, как этот бизнес строится. Мы должны понимать, как мы его будем контролировать. Мы должны совершенно точно понимать, сколько мы будем платить людям, которые будут нам в этом помогать. Если мы сами находимся в другой стране, это то же самое, что открыли бизнес и уехали. Да? То есть, и пусть кто-нибудь ведет какой-то Чип и Дейл, который все это для нас делает бесплатно, причем не спеша. Ну, потому что за деньги же кто-то спешит, Чип и Дейл-то. А который не Чип и не Дейл, и которые бесплатно, то есть они-то тоже наработают еще так. Ну, я не то, что в этом уверена, а практика показывает. И даже за деньги не каждый чип будет работать, и каждый Дейл. И кто такой Чип и Дейл? То есть либо это высококвалифицированные специалисты, с которыми у вас налажен контакт, с которыми у вас заключен контракт, с которыми у вас совершенно прозрачные отношения по оплате и по их трудозанятости, вот тогда это будет работать. А если это вот никак, то, ну вот, понимаете, да, о чем я говорю? У нас вопрос, поэтому я чуть-чуть от камеры отойду к другому компьютеру. Так, Ирма, все верно. Любого специалиста надо выбирать. Бесплатный дейл должен насторожить. Ну, в общем, как раз и бесплатные дейлы, да, Ирма, они не настораживают, потому что, ну, халява это в наше все, как говорится. Я к тому, что мы все равно ищем. И не потому, что мы халявщики, наверное, да, я вот про своих скажу, а потому что мы тоже боимся, что, а за что платить, а кому платить. Вы знаете, на втором курсе, вот второй курс моей школы называется «Беспроигрышная стратегия», и у нас появился новый модуль, я уже о нем говорила, там, где я полностью расписала тех специалистов, которые должны быть у вас при сдаче квартиры в аренду. Очень подробно, на 6 листах, то есть какими качествами должен этот человек обладать, как он должен называться, сколько ему нужно платить, как с ним выстраивать отношения, потому что это важно, и кто из этих всех вот 6 листов будет кого контролировать, и с кого в конечном итоге вы будете спрашивать, и как оптимизировать ваши затраты на этих специалистов. То есть и моя студентка сказала, и когда вот я первый раз тестировала этот модуль, и она сказала, я говорю, ребят, если вы не будете платить, ну, как бы это ваш бизнес, вы с него получаете прибыль, неважно какую. Если вы получаете маленькую, значит, вы не можете настроить. Ну, допустим, да, вот дальше у нас пойдет эта тема. И она сказала, правда, она очень сильно переживала, она сказала, Оксана, ну неужели нет честных управляющих, которые вот все сделают вот за маленькие деньги, и не надо вот этих всех вот остальных, вот неужели таких в Испании нет? Я ей ответила на этот вопрос тем, что, а честно ли вы поступаете с тем человеком, который хочет с вами работать, который готов, и честно ли поступаем мы, как владельцы бизнеса, когда мы не оплачиваем, когда мы считаем, что, этот Чип и Дейл недостоин даже, да, нашего внимания, он так себе просто, и потом этот не Чип и не Дейл начинает зарабатывать без вас, и в результате он-то зарабатывает, а вы-то нет, потому что он-то ни за что деньги не берет, он же бесплатно работает, поэтому в результате кто у нас при этом становится тем попом, а кто тем работником, да? Поэтому вот эти два предложения, почему отзыв такой вот прям яркий? Потому что он собирает здесь все. И, ну, как бы вот все, что я хотела бы сказать, но, знаете, как мне не хочется говорить с высоты своего опыта и как-то давить на вас. Просто я хочу вот как бы со стороны, да, этот вопрос разобрать. Итак. Услуги 7 лет владелец квартиры будет бегать и улаживать, значит, эти вот неполадки с бюрократическим аппаратом. В этом есть зерно рациональное, так оно и есть. Действительно, это ваша квартира, действительно, вы
решили зарабатывать, ну, не вы, мы в том числе. То есть, действительно, это наша боль, это наша собственность, да, это собственность наша, записанная на нас, и все, что с ней происходит, вся ответственность ложится на нас. Конечно, государство нам предлагает и застраховать, то есть много страховых компаний. Как они работают, эти страховые, сколько они денег за свои услуги берут, это вопрос второй. Это тоже нужно подробно разбирать и подробно понимать, кому и за что вы платите. Что, в общем-то, делают единицы, ну, единицы прям совсем. В большинстве люди предпочитают кому-то отдать ключи и потом как-то очень сильно переживать. Но одно радует, что на курсе у меня больше студентов появляется. Единственное, что жалко, что очень большие деньги были зря потрачены. Итак, наши полностью купили квартиру, купили для определенных целей, вот за нее и отвечайте. И вот эти дедушки, бабушки и заселенцы, это наши с вами проблемы. У меня в управлении 8 квартир. Вы помните, я где-то рассказала, что у меня была такая проблема, когда я не могла выселить. Я ее решила за 2 суток, эту проблему. Да, я не спала, да, я продумывала стратегию, потому что, чтобы не бежать потом в суд и так далее. Предварительно проконсультировавшись с адвокатом, я проверила контракт, что он действительно составлен правильно. Мне адвокат сказал: Оксана, все хорошо, мы это дело выиграем, я знаю, что это пройдет много времени, это я знаю. И я решила этот вопрос по-своему. Вот все, кто у меня обучается, я эту историю рассказываю, как я из нее вышла, я в это тоже посвящаю людей, потому что это был, ну, не совсем, скажем так, правовой метод выселения. Но я это сделала сама. Могу вам сказать, что я женщина, там было 3 девочки и 1 парень. И, в общем, мне это удалось, но это вот такая информация это от Чипа и Дейла, который спешит на помощь, но за деньги. Так, потому что курсы платные, ладно. Намного безопаснее, пишет Эдуард Элден, намного безопаснее вести данный бизнес, допустим, в Киеве, Днепре или Одессе. Там тоже можно купить квартиру за 50 тысяч и сдавать ее в долгосрочную за 400-500 евро в месяц. Только вопросы по выселению там решаются просто. Унитазы с окнами останутся на месте, а не как в Испании. То есть я открыла тот же самый YouTube, я пошла тем же путем и посмотрела, как люди выселяют оккупантов, да, вот таких в Киеве, Днепре или Одессе. И что я нашла? Как выселяют те же самые оккупанты, только не сами выселяются и плачут под подъездом, а как они вытесняют из этих квартир, простите, хозяев. И как вот хозяева квартиры плачут Хотя в Испании тоже это есть. Вот был комментарий где-то в группе у девочки в Испании, когда хозяева квартир войти не могут, а эти наглые оккупанты, они еще себя и ведут безобразным образом, то есть еще хамят, еще и не съезжают, и далеко не плачут у подъезда, а бедные вот эти вот хозяева плачут, скорее всего, в подъезде, как в Киеве, Днепре, Одессе и России, и везде. То есть вопрос выселения людей. Можно купить квартиры за 50 тысяч где угодно. Можно сдавать квартиру в долгосрочную аренду где угодно и за 400, и за 500 евро, и больше. И опять же, мы начали с того, что можно купить квартиру в своей стране, это совершенно нормально. Но когда мы вкладываем деньги, то есть когда мы их раскладываем по разным корзинам, когда мы работаем как инвесторы, да, когда мы рассматриваем этот инвестиционный инструмент, да, чтобы подстраховать свои финансы, когда мы достаточно зарабатываем, и смотрим, как это, сейчас забыла слово, как хотела сумничать сказать и забыла, вылетела, не буду. То есть, когда мы раскладываем, да, в разные корзины, ребят, знаете, напишите. То есть, естественно, можно, и, естественно, проще, и, естественно, это правильный путь, да, купить свои там и как-то сдавать. Но вопрос выселения, если люди не хотят выселяться, он будет решаться жестко в любой стране. Поэтому... Ой, господи, я даже не думала, что у меня столько курсов я сегодня буду рассказывать. Я прописывала курс, опять же, лет 6 назад по влиянию убеждений, о том, как правильно выстраивать коммуникации. Безусловно, мы не можем себя подстраховать от всего. Какие бы мы вежливые, интеллигентные, правильные не были, но, то есть мы не можем, да, вот от всего подстраховаться. Но как выбирать жильцов? Как работать с инструментом, это мы можем. То есть, когда мы осведомлены, мы
вооружены, как говорится. Да, может и не получиться где-то, мы можем допустить ошибку, но мы будем контролировать, мы должны контролировать процесс. И мы должны понимать, я даже выписала сегодня, какие документы нужно запросить у тех, кого вы заселяете, особенно на долгосрочную аренду. То есть мы обязательно должны попросить, то есть мы должны понимать, кто этот человек, резидент он или не резидент. То есть что такое резидент? Резидент будет вести себя более аккуратно, потому что, заключая контракт, официальный контракт с резидентом, он оставляет свои данные, его все равно где-нибудь достигнут. Его все, если вы подадите в суд, если действительно дело дойдет до, то вы все равно сможете в правовом поле этот вопрос решать. Конечно, нужно посмотреть номины, то есть заработную плату, работает ли человек, сколько он зарабатывает, в состоянии ли он оплачивать вашу квартиру. Обязательно проверить контракт на работу, какой у него контракт, временный контракт, либо его взяли на испытательный срок, либо у него ФИХО контракт, либо он административный работник, которого нельзя уволить с работы, и он заработную плату получает стабильную. То есть и плюс вы берете 2 депозита. То есть 2 депозита, две оплаты за квартиру берутся для чего? То есть для того, чтобы у вас, во-первых, было время, да, если вам перестают платить, чтобы вы успели принять меры. Кстати, по новым законам, вот под которым это видео, как раз и сократили сроки выселения. То есть, конечно, Испания это не первый случай, не первый год, и давно колбасит страну, почему нельзя выселить, то есть вселить проще, выселить сложнее. То есть сейчас, конечно, в этом правовом поле работа ведется, и сейчас это стало проще. Но мы с вами говорим о человеческом факторе, и когда действительно в нашу квартиру ты не можешь войти, там живут люди ни за что не платят, это, конечно, беда бедющая, и ты думаешь с ужасом, что тебе придется годы затратить на то, да, при всех законах. Причем мы-то с вами иностранцы, мы тоже не забывайте вот этот фактор. То есть, и если мы еще и заселили испанцев, которые больше прав имеют, это их страна, естественно, у нас больше рисков, конечно. Поэтому, выбирая себе людей для аренды, мы должны думать о том, кого мы селим. Потому что нам потом, в любом случае, нам этот вопрос, ребят, решать. Но у нас часто бывает так, что люди бегут за деньгами. И у меня такое случалось сколько раз. То есть люди просто увидели, им показали, они бедные схватили и не поинтересовались, а где выход? Где, я говорила в начале, подумайте, когда вы куда-то входите, как вы будете оттуда выходить. Вы селите людей, можно ошибиться, безусловно, милая семейная пара, милые люди, пока вы им нужны. Вот я девочек своих заселяла, а потом там и мальчики появились, понимаете? Милые девочки с нормальными номинами, с хорошей работой. То есть, пум, и все лопнуло. И в один момент прекрасно. То есть они, по сути, они меня развели каким образом? Они вселились перед Новым годом, то есть они там пожили декабрь месяц целиком, то есть отдохнули и свалили себе восвоясь. И никакие бумаги мне не помогли. То есть пришлось... еще мне пригрозили, что они сейчас эту квартиру будут сдавать покомнатно, посуточно, а я тут пошла гулять. Но адвокаты у меня испанские, то есть я работаю в правовом поле этой страны, и вам того же желаю, потому что я знаю, что у меня есть друзья, подруги, адвокаты русскоговорящие, но они настолько загружены работой, и у них такие ценники на самом деле, что там не подступиться. И я тоже здесь задумаю. Поэтому я работаю всегда все-таки с испанскими адвокатами еще и по этой причине. Не из-за причин недоверия. Но, в принципе, вот как человек взрослый и прожив здесь 21 год, я прекрасно понимаю, сколько знает мой адвокат, которому, простите, там под 60 лет, да, и сколько знает... мальчик, девочка, там парень, девушка, которые закончили институт вчера, и отличники, и умнички, но им нарабатывать еще и нарабатывать опыт. Но там ценники очень высокие, и это тоже, да, скажем, и это тоже играет роль. Итак, мы можем намного безопаснее вести данный бизнес в Киеве. Да, вы там говорите на своем языке, да, вы там сможете увидеть, кто с вами. Ну, будет ли это выгодно, я жду ваших комментариев, потому что у меня на этот счет свое мнение, а я еще видео насмотрелась с матами, с мордобоем, и как одни других там, и как выкидывают. Я думаю, мамочка дорогая, вот здесь я точно такого не видела, здесь придется по судам ходить и мирно все решать. А у нас так это по-другому все происходит, ну, в странах бывшего Советского Союза и в России в том числе. Так,
А не как в Испании чипы, дейлы, платно спешащие на помощь вам не нужны. Вот здесь совет, да, человек дает совет, что, друзья мои, если вас просят заплатить за услуги, пожалуйста, вам они не нужны, решайте вопрос сами. То есть, ну, вполне может быть, почему нет, да? То есть, ну, как бы, если можно, то решите, решайте, это хорошо. Опять же, если проходим курсы, да, у меня вот в школе, если вы проходите курсы, то вы совершенно спокойно можете решать вопросы. Единственное, это испанский язык. Я все равно продолжу, наверное, испанский, либо я возьму педагога по испанскому, потому что я понимаю, что испанский язык тоже нужен, и вы все равно его и учите. Мне безумно понравилось преподавать испанский язык, но он занимает безумное количество времени, он дает безумно, то есть эмоций много, и это все интересно, но есть вопросы такие животрепещущие, которые я, как Чип и Дейл, решаю постоянно, поэтому не всегда хватает на такие академические курсы времени. Поэтому вот вам еще одна подсказочка, мои дорогие, то есть я всегда готова, я всегда открыта к переговорам, то есть и... Опять же, да, как устроиться на работу, не уронив свой социальный статус, все зависит, опять же, только от нас. Не от советов, которые нам раздают. Ой, сегодня узнала еще один способ эмиграции, интересный, безумный. Это и так, вставочка не готовилась. То есть, помните, прошлый эфир я говорила, что сейчас есть иммиграция по стартапу, то есть вы можете свой проект запустить, его защитить и переехать в Испанию, спокойно работать, еще и получать финансирование. То сегодня вот все гениальное просто. Я еще узнала один способ, тоже как-то случайно, о том, что можно поехать волонтером работать на целый год. Это, наверное, не просто способ эмиграции, а это способ примерить на себя страну. Просто я ищу такие способы, чтобы подсказать, да, людям, которым не нужно брать туристическую визу. Я раньше как-то об этом не задумывалась, потому что только недвижкой занималась, ну вот прям вот так. Но поняла, что есть более такие животрепещущие вопросы, на которые вам нужны ответы. И вот сегодня еще один ответ пришел, что целый год, оказывается, можно где-то приехать в страну, работать, еще и получать зарплату, еще и где-то жить. Это не интерно, нет. Это немножко другая история. Оказывается, есть такие проекты, их очень много. И я прям удивилась, что как-то это мимо меня прошло. Ну, потому что, видимо, не надо было. Но это еще один способ не нарушать паспортный режим, въехать в страну совершенно легально, здесь как-то устроиться, с кем-то познакомиться, но уже решать вопросы на месте, но без нарушения правил, без нарушения границ, потому что, опять же, закручиваются гайки, и любое нарушение, оно потом аукнется. Поэтому и вот мы, помните, про блогеров говорили, которые не говорят, почему они уезжают. То есть сначала все было здорово и хорошо, и у нас какие-то там проекты, и мы там чего-то там, все так мутно, непонятно, бесплатно, и мы сидим, слушаем, мы ждем, а потом люди съезжают, и съезжают, опять же, не объясняя причину. Причина только в том, что на море 2 раза в год сходили, мало, нифига на море это не надо. А причину не говорят. И мы, конечно, догадываемся только, ну, а догадываться мы имеем право вообще-то. То есть я думаю, что там дело в правовом, то есть в нарушении. Если вы когда-то нарушили, вам это потом аукнется, прожив 3 года и не получив резиденцию. Странно, почему? Все же говорят, что если я проживу там 2-3 года в Испании, мне дадут резиденцию, прям в домой принесут. На самом деле совершенно это не так. Опять же, это говорят ради того, чтобы создать ажиотаж, создать какой-то интерес, может быть, на этом как-то заработать. То есть надо быть реалистом. Я вот за это. Я хочу вас от этого подстраховать. И дальше следующая фраза данного комментария. Снимите розовые очки, есть реальность. Да, друзья мои, давайте снимем всякие разные очки, какие они бы ни были, если только они не для зрения. А может быть и для зрения нужно снять, потому что сколько ни читай ерунды, все равно мне не станешь. Но мы обсуждаем, а то я сейчас скачусь на это, бабушку на заваленке. Никого не осуждаю, никого. То есть я просто предостерегаю тех, кто меня слышит. Под апартаменты сейчас в Испании куча требований, пишет комментатор. Да, и работают они полгода по 20 дней в месяц. Смотрите, это про апартаменты. Под апартаменты сейчас куча требований. Ну, естественно, это совершенно нормально. И работают они полгода по 20 дней в месяц. Я посчитала, что если мы вкладываем 50 тысяч в недвижимость, и они у нас работают 20 дней в месяц, полгода, мы получаем 6 тысяч прибыли. 6 тысяч прибыли, это у меня получилось, я даже посчитала, 12% годовых.
То есть, если нам повезло с вами, и мы с вами купили квартиру за 50 тысяч и сдали ее на полгода, по 20 дней она в месяце работала, то обижаться на то, что это 6 всего тысяч, но в пересчете на проценты это 12% годовых, ну, простите меня, это супер и очень хороший результат. Значит, работали безумно профессиональные Чипы и Дейлы, то есть был отстроен бизнес идеально, даже с вычетом, даже если это только бруто без вычетов дохода, нетто, то бруто при вычете нам света, воды, вы все равно получите больше, чем 6%, как бы это высшая точка по регионам. То есть, если вы до этого, у меня получалось только с одной квартиры довести до 17%, только с одной. То есть, и при всем при том, что я очень старалась, мне нужен был этот кейс, я хотела показать, что могут работать квартиры, если правильно подойти. Я докрутила ее. Она у меня не работала полгода, она работала значительно меньше, но это было, ну и условия там были такие, потому что люди сами приезжали в эту квартиру. Так я потом в стратегию еще ввела долгосрочную аренду для, знаете как, для трехмесячного проживания, прям не долгосрочное. То есть я увеличила этот процент, но уронила летний. Ну, то есть это тоже специфика, друзья мои. То есть как вот за этим за всем следить, как быть гибким. Ну, а в результате потом мы не сошлись по цене, потому что когда ты работаешь, когда ты делаешь результат, ты и получать хочешь соответственно. И то есть первоначальные договоренности меня не устроили, потому что я поняла, что я могу делать больше. Это я честно вам говорю. То есть и наша договоренность повторная у нас не сработала. Другая у меня была история, когда люди также получали, ну, где-то 12%, но смотрели на конечную цифру. То есть я вложил 50, я получил 6, что-то маловато. Почему не 25, например, в год? То есть вот эти вот фантазии о том, чего не может быть априори, то есть они тоже присутствуют на нашем рынке. И когда нас, например, нам риэлторы говорят, продавцы в чистом виде, да, они говорят, покупайте, вы там заработаете, им все равно, сколько вы заработаете. Но это правда, им нужно продать, это их бизнес, и они не обязаны заниматься ни арендой, они не обязаны просчитывать и составлять вам формулы рентабельности. Нет, это наша с вами ответственность, либо специалистов по аренде. То есть в нашей школе такой курс есть, поэтому добро пожаловать. С октября я начинаю полный, у меня еще есть места, потому что с этого года учебного я также меняю немножко формат, я больше не буду вести группы, не буду, поэтому я ввела диагностические консультации, стратегические консультации, как хотите. Вы видите ссылочку под этим видео в описании сразу. То есть вы перед тем, как вы попадете ко мне на курс или на него не попадете, мы с вами индивидуально поговорим, потому что мне интересно работать с людьми, с которыми я могу работать долго. То есть я уже на краткосрок больше закладываться не хочу. Для меня это тоже не рентабельно. Для меня интересны люди, с которыми вот... Мне всегда была интересна команда, я просто не знала, как ее создавать. И сегодня я знаю, мне кажется, модель, которую я для себя поняла, выстрадала. То есть если я учу людей, да, чему-то для того, чтобы выстроить долгосрочные отношения. Вот эти краткосрочные, они мне не интересны, поэтому прежде чем попасть на курс, почему я сейчас его не рекламирую, я просто говорю, что эти курсы есть. То есть для того, чтобы вы прежде чем пойти учиться, прошли у меня личную консультацию, чтобы я поняла, во-первых, могу ли я вам вообще помочь, и, во-вторых, интересно ли мне вкладывать время, потому что курсы недорогие, и будут ли они мне окупаться в будущем. Итак, под апартаменты куча требований, 20 дней в месяц, если повезет, то есть это негативные как бы отзывы, да, то есть апартаменты работают полгода по 20 дней, всем бы так работать, да, ты зарабатываешь 12% годовых, и, в общем-то, человек, в общем, недоволен, он негативно как-то об этом высказывается. А на долгосрочное наличие номина никто не отменял, слава богу. И захотите без уплаты налогов, без контракта сдать, ну так потом не войте. Вот такое окончание комментария. Выть мы не будем, мы все это обсудили, мы все с вами, да, поняли, что... Без уплаты налогов можно сдавать, это тоже наше с вами решение, если мы так решим. И мы поняли, что, Эдуард, чтобы, если уж мы так решили, то выть мы не будем, потому что, ну вот мы так решили. Бизнес наш, сами как захотели, так его и ведем. То есть это наша ответственность, и мы это поняли. Поэтому, конечно, Эдуарду огромное спасибо, реально, без всяких, это, знаете, специально захочешь сделать учебный материал и не сделаешь вот такой вот комментарий. Я говорю, бесконтрольный поток сознания, но он очень структурированный.
структурирован, видимо, либо человек очень сильно пережил какие-то сложности в своей жизни, может быть, его кто-то обидел, может, он был тем дедушкой, которого выселили, или наоборот, тем хозяином квартиры, который не смог кого-то выселить. Но вы знаете, у каждого свои, каждый имеет право высказаться, но не у всех есть дар, скажем, и возможность высказываться, ну, прям вот позитивно. Поэтому, ну, вот такой вот отзыв, ну, мы его обсудили. У меня сейчас, я откликаюсь на другой экран, потому что есть сообщение. Генератор идей. Потрясающий ник, прям обожаю вот этот ник. Я вас видела, вы меня комментировали. Большое вам спасибо, генератор. Ник у вас шикарнейший. Есть блогер-фотограф по Испании в Инстаграм Андрей Воробей. Да, есть. Очень классный, просто классный. Очень заманивает к себе на курсы экскурсоводов. Мягко стелит, обещает легкую иммиграцию по оседлости, но, видимо, жестко спать. Друзья, смотрите, вот к Андрею Воробею я отношусь, я лично, я его подписчик, да, я его читаю. Мне очень нравится его подача, он очень много делает. У него специфическая целевая аудитория. То есть у него настрой на продажи на определенные, привет, Людмила, на определенный контингент, да, вот относитесь ли вы к этому контингенту, это другая история. Вот здесь, знаете, надо, а как вас зовут, простите, если можете написать, просто чтобы по имени, потому что у вас ник хороший, вы тоже меня всегда поддержите, мне бы, если вам не сложно, напишите имя, то есть чтобы мы могли общаться как, да, по людям. Мягко стелит, Ольга. Оля, вы девушка, боже мой, я даже думала, что вы юноша. Оль, смотрите, как там, что по курсам экскурсоводов, я честно не знаю, потому что я даже его оффер не смотрела и не могу. Я посмотрю обязательно, спасибо, что, ну, как бы вот дали такую, я его читаю по Испании, по ресторанам, ну, по своим. Я его читаю как развлекательный контент и восхищаюсь, сколько человек успевает делать. То есть, сколько успевает, сколько вообще в нем энергии и каких людей он к себе притягивает. А вот насчет иммиграции, это может быть, знаете, дополнительный такой опшн, такая замануха, чтобы... Это я сказала, да? Замануха. Плохое слово, замануха. Ну, оно профессиональное, мы так говорим между собой, но я не должна была его говорить на самом деле, но это реально замануха может быть. Может быть, я поправлюсь, может и не быть. Вот, поэтому вполне возможно, что, знаете как, когда человек предлагает одни курсы, но на самом деле за этим стоит другое что-то, то есть это вы тоже должны прочитывать. Вот смотрите, если я провожу курсы по подготовке недвижимости, к покупке недвижимости, естественно, у меня, я это называю многоступенчатой системой продаж, чтобы вы понимали, ну, прям вот если мы говорим. Поэтому, когда я вас готовлю, я готовлю так, что вы можете сами приобрести квартиру. То есть я открываю полностью все закулисье. Но я прекрасно понимаю, как умный человек, что выучить язык не за месяц, не за полгода на том уровне, чтобы вот прям совсем в бумажках разбираться, к адвокату сходить, к юристу самому, у вас может не получиться. И я обращаюсь прям напрямую к вам и к студентам, к своим. Я говорю, ребят, за курсы мы с вами больше подготовимся, вы больше меня узнаете. И тогда вы четко поймете, замануха, не замануха, как я думаю, как я мыслю. Вот насчет, когда продает ли человек курсы для экскурсоводов или это все-таки для иммиграции какая-то тема, это другое, потому что очень много людей работают, ну, в связке, опять же, с теми самыми юристами по вот этой золотой визе, а как раз вот у Воробья, у Андрея, у него такая специфическая, это самая аудитория, да, понимаете, о чем? Я не хочу сильно, потому что я, честно, не знаю. Если бы я знала, я бы не сказала вообще и вообще бы убрала эту тему. Но я могу только догадываться, потому что, опять же, не то, что нам кладут на блюдо, на самом деле есть то, что хотят, чтобы мы съели. Вот такая, давайте так вот скажем. Поэтому, что под этим лежит, на самом деле, нужно смотреть. Так вот, по поводу себя, чтобы закрыть, да, если я готовлю вас к покупке, я понимаю, что проще вам будет обратиться ко мне. Да, за услуги... уже недвижимости, выбора недвижимости, конечно, я беру другие деньги. Если там курс стоит от 250, да, до 500 евро в сумме двух курсов, да, то, конечно, за покупку, за оформление я беру больше. Ну, то есть это другая история. То есть мы с вами прописываем мою работу, кем я вам там прихожусь. Естественно, во время курсов у нас есть очень много времени выбрать жилье, его полностью, без всяких подводных камней, без всяких... раскрыть, просчитать.
И когда мы с вами смотрим квартиры, которые мы же с вами и выбирали вместе, то есть там не будет подложных цен, да, то есть когда вам говорят, идите в русское агентство, там у них, то есть когда там уже цена включена, услуг в цену, мы никогда не знаем, сколько там включено. То есть, опять же, да, это может быть и 50 тысяч, и 100 тысяч евро, ну, если подороже. Если подешевле, то это могут быть любые цены. То есть рентабельность агентства, маленького агентства, то есть это 5 тысяч. За 5 тысяч с клиента, ну, опять же, я вам скажу, никто не работает, всегда чуть-чуть больше. Поэтому я предпочитаю работать с человеком и знать, сколько я буду ему платить и за что, чтобы это рассчитать и понять, могу ли я его себе позволить или не могу. Или я лучше буду обманываться, да, и думать, что вот я увидел цену 150, а что эта квартира 80 стоит, я же не подумаю, потому что я же честно сказал, что у меня есть только 150. Поэтому крутите меня, крутите, кружите меня, кружите. Вот, поэтому, когда мы с вами проводим курсы, мы это все очень разбираем, мы глубоко копаем. Студенты мои не дадут мне лукавить. Ну, там, когда мы с вами знакомы 1 час, это одна история. Когда вы приехали в Испанию счастливые, бежали в агентство по недвижимости, увидели красивого, улыбающегося человека, и это другая, это знакомство первое, почти что любовь с первого взгляда, насколько оно рентабельно в будущем, никто не знает. Я даю своим людям, своим клиентам, своим студентам возможность узнать меня больше и понять, если я не сахарная, то есть я не мармеладная, у меня есть свои недостатки, черты характера, которые не всем подходят, и я не против. То есть мы работаем до того уровня, покуда мы друг друга устраиваем. Я себя вообще наемным работником называю. Ксения, добрый вечер. Большое спасибо за интересную, подробную и понятную подачу информации. Спасибо, Ксюша. Видите, как родное имя, все равно оно работает. Это вот имя, это что-то. Ну, а по поводу имени, это, конечно, влияние и убеждения. Как общаться с агентами, как торговаться, это тоже, опять же, в школе. Я проработала, сейчас понимаю, что за 7 лет школа моя дает много всего. Я не рекламирую школу, хотя все время этим занимаюсь. Ну, горжусь, что поделаешь. Все, мои друзья, я хотела сегодня сделать очень коротенький эфир. Я хочу вам всем напомнить, что мы теперь вторник и четверг в 21 всегда здесь. Приходите, когда там работа у вас заканчивается. Если у вас заранее возникли вопросы, напишите их в комментарии. Я обещаю, я не буду смеяться, я не буду к вам хуже относиться. Если Эдуард ко мне обратится, то есть я открыто обсуждаю, и я готова принять его обратный комментарий, и даже если где-то обидела, вы меня извините, вы сделали шикарный, вот прям шикарный поток сознания, вот этот у вас эмоционально вылился, да, и мы имели возможность сегодня об этом поговорить, потому что на самом деле ваш комментарий, он нам дал много граней, он дал мне возможность показать, как это бывает и что мы потребляем, когда вот просто заходим и что-то читаем. Вот, а ваш Чип и Дейл, который за деньги спешит на помощь, с вами, я вас жду, вот уже послезавтра. Приготовила вам потрясающее видео с океана. Видите, как я загорела, обгорела? То есть оно будет интересное, но оно выйдет в субботу. Вот, а попрошу, пожалуйста, если все было понятно, если вам нравится вот такой формат нашего общения, помогите мне, пожалуйста, ну не деньгами, а напишите комментарий под видео. Вот сейчас закончится, я сейчас закончу, выключу, и через буквально 3-4-5 минут зайдите, пожалуйста, на мой канал, вернитесь, если вам это не сложно. Как, знаете, тоже говорят, вам не сложно, мне приятно, то вам бесплатно, мне приятно. Ну, так себе поговорочка, конечно, но тем не менее напишите комментарий какой-то, да, то есть буквально пару слов, и поставьте лайк. И тем, кто написал, тоже им поставьте что-нибудь, сердечко. Вот, это помогает доносить информацию до большего количества людей. Потому что на самом деле сейчас и социальные сети очень сильно ужесточили, да, свои правила. И только ваше внимание, только ваша поддержка помогает доносить информацию до людей. Иначе не показывают эти видео. Мы с вами посмотрели, закрыли и пошли довольные, что мы-то что-то узнали, а кто-то нет. И до кого-то это не дойдет. А это все-таки, ну и как бы и ваша работа, ваше участие. И моя работа, мне бы хотелось, чтобы люди об этом тоже знали, чтобы у каждого был свой шанс. Да, мы можем получить от жизни все, чего пожелаем, помогая другим, получать то, чего желают они. Не всегда эта помощь бесплатна, то есть, но мы сами выбираем, что мы выбираем. Поэтому хорошо это или плохо, у каждого мы люди, и мы в этом, конечно, все нуждаемся. Да? Я вас очень люблю, встретимся послезавтра.
готовьте вопросы, можете, ну, прям писать. А если не хотите, чтобы я их обсуждала, напишите: Оксана, ну, не обсуждай, вообще не надо, не смейся. Я боюсь иногда, знаете, я даже, вот мне очень хочется, я такие видео сейчас нахожу. И вы знаете, я честное слово, я просто немножко боюсь обидеть людей. То есть я готова, вот вы меня попросили сделать обзоры на агентство, и у меня есть это агентство, и я вижу, как они вам продают, потому что я сама проработала очень много лет, не один десяток лет, не один-два, десяток лет на рынке. Конечно, я знаю закулисье, я знаю, что человек хочет сказать, и я знаю, как происходит манипуляция, да, как эта манипуляция закрывается. Мне очень хочется вам об этом сказать, но я уважаю чужой бизнес, я уважаю бизнес риэлторских компаний. Не случайно там такие цены, мы сами это создаем, мы сами делаем этот спрос. Наше неведение, наше незнание, оно прям провоцирует, да, повышать цены. И чем больше вот людей, которые вот просто думают, что все бесплатно в этом мире, и можно использовать других людей, можно работать со 150 компаниями, можно ездить с одними, вторыми, третьими, ни одному, ни второму не объясняя, что ты на самом деле хочешь, потому что ты сам не знаешь, чего ты хочешь, в надежде, что кто-то, может быть, угадает. Потом после этого человека приходит клиент с деньгами, и он покрывает всю эту халяву, естественно, потому что бизнес – это бизнес, бизнес создается для работы, люди приходят на работу, они хотят зарабатывать, они хотят, ну не хотят, а это необходимость просто. И поэтому чем больше мы делаем неверных решений, кто-то потом за это платит, а мы, в свою очередь, платим потом в другом месте и много больше. Поэтому об этом тоже стоит думать. И если уж мы говорим о больших деньгах, как о покупке недвижимости, тем более за рубежом, то не очень сложно подготовиться, чуть-чуть напрячься, подготовиться и сделать это разумно. Разумно и, опять же, никак негативно не влияя на других людей. Мы должны думать о тех людях, с которыми мы общаемся. Почему они это делают? Почему они тратят это время? Чего им это стоит? И кто платит за этот бензин, если я вдруг не купил квартиру там? Ну, мы же думаем, как? Мы купим квартиру, там все включено, мы это... Но сколько мы прошли, какие люди это сделали для нас, то есть посчитайте, это простая математика. И все это очевидно, и никто не... Ну, вот так. Ладно, закроюсь, потому что очень много говорю, поэтому это прям даже уже некорректно. Поэтому, конечно, я созрею, я сделаю это для вас, но я еще пока форму не нашла, чтобы никого не обижать. Бизнес, он бизнес, и все мы на работу ходим. Люблю вас, целую, послезавтра встретимся, вы не соскучитесь по мне. Вот. Все, пожалуйста, комментарии, лайки. И даже лайки, знаете, сердечки под теми, кто уже написал. Все, люблю, целую, пух. Надеюсь, что понравилось. Если понравилось, пишите. Очень надеюсь, потому что не ожидала, что тема будет такая яркая. Ой, елки, ой, мой загар. Вот, что тема будет такой. Опять мы не уложились в 30 минут, как обычно. Но все, целую, пух.